Ну что ж, всем привет! Меня зовут Лена, и мы продолжаем наши виртуальные прогулки по Санкт-Петербургу. Сегодня отправимся, в общем-то, в Эрмитаж. Только мы посмотрим не сам Эрмитаж, у нас будет не обзорная экскурсия по музею, а мы пройдемся исключительно по залам Зимнего дворца и посмотрим, как люди здесь жили, а, как цари жили, в частности, в этом дворце. А, Пользовались ли они ватер-клозетами, где они спали и так далее. Итак, Зимний дворец был построен для Елизаветы Петровны. Это далеко не первый дворец на этом месте. Здесь раньше стоял Зимний дворец Анны Иоанновны, в котором позже поселилась и Елизавета Петровна, дочка Петра. Она жила здесь 12 лет, а затем внезапно ее левая нога захотела построить новый дворец. Потому что одеть нечего, девать некуда, хранить негде. Это все было про нее как раз-таки. Так что началось строительство дворца, и строили его 8 лет. Он достаточно большой, здесь 1050 комнат. 8 лет, и Елизавета так и не успела здесь пожить. Она умерла во временном Зимнем дворце, на Невском он находился. И первым, кто сюда въехал, был ее племянник Петр III, Петр Федорович, внук Петра I. И, соответственно, он поселился там, где готовились комнаты для самой Елизаветы. Вот эта часть дворца. Здесь есть такие выступающие у него детали, называются они ризолитами. Например, вот это вот юго-восточный ризолит, это юго-западный ризолит, ну, соответственно, есть с другой стороны тоже два ризолита. Вот здесь в основном и проживали члены императорской фамилии. И когда Петр заехал в этот дворец, это был апрель 1862 года, вот с этим временем связывают две таких интересных истории. Во-первых, вот на этот самый балкончик Петр вышел и посмотрел на Дворцовую площадь, которая представляла собой тогда такую большую зеленую лужайку, где валялась куча строительного хлама после стройки. И он, говорят, велел дать объявление в полицию о том, что завтра со стальки-то до стальки-то любой может сюда прийти и взять себе все, что угодно. Площадь была моментально очищена. И вот таким образом он справился с этой проблемой. Вторая история относится также к началу апреля 762 года, буквально через 5 дней после заселения Петра и его семьи во дворец. У Екатерины родился сын от Григория Орлова, будущий граф Бобринский. Вот. И дело все в том, что Екатерина родила его тайно от мужа. Петр III очень любил тушить пожар, это было его любимое развлечение. И вот она его отправила тушить пожар, а сама по-быстренькому родила. Я не знаю, как это возможно, но вот таким образом она его родила. Назвали мальчика Алексеем, Алексей Григорьевич, фамилия его Бобринский, хотя мать, получается, Романова, отец Орлов. Тем не менее, ребенок незаконно рожденный, поэтому фамилия ему дана была другая. Екатерина ему пожаловала село Бобрики, и отсюда как раз вот такая фамилия Бобринский. Итак, заехало семейство в Зимний дворец и поселились, как я сказала, в тех комнатах, которые готовили для Елизаветы. А Елизавета как раз специально для себя определила именно юго-восточную часть дворца, потому что вот на юго-востоке все-таки, наверное, чаще будет солнышко. А она очень любила посидеть у окошка и посмотреть на людей, на улицу, как вот что-то там, движение какое-то. И вот как раз то окошко, где она планировала сидеть, она здесь, конечно, как я говорила, так и не прожила ни дня. Вот здесь она, видимо, должна была любоваться улицей. Обратите внимание, это не окно, это дверь. Причем, если с улицы, там миллионные улицы проходят, если с улицы посмотреть на эту дверь, то там тоже видно, что это самая настоящая дверь. Но никаких ни балконов, ни лестниц там нет. Возможно, здесь была какая-то горка, или, может быть, был балкон, но сейчас там точно нет ничего. Вот еще одна дверь, но тоже снаружи ничего нет, даже снаружи и двери, мне кажется, не видно. Я не видела. Итак, здесь поселился Петр III.
со своей супругой Екатериной. Ну, вернее, здесь жил он сам, а жене он начал готовить покои в другой части дворца, в западной части дворца, с видом на Адмиралтейство, но Екатерина там не прожила на самом деле ни дня, потому что в скором времени Петр уехал в летнюю свою резиденцию в Раненбаум, потому что там уже лето наступило. А потом он, собственно говоря, умер, внезапно скончался, как говорят, от геморроидальных колик. И уже Екатерина II заехала в этот дворец, и сама она поселилась тоже вот в этих самых комнатах, где должен был жить ее, ну, где даже немножко пожил ее муж. Почему здесь? Потому что в Зимнем дворце, в общем-то, всегда было понятие преемственности. Ну и что касается устройства самого Зимнего дворца, его высота 28 метров. Если поделить на 3 этажа, да, здесь 3 этажа всего, ну, получается, наверное, где-то около 7 метров. Вот 7 метров здесь в среднем потолки. Хотя есть потолки более высокие, когда, например, зал выстроен сразу в 2 этажа. Есть залы выстроены даже в 3 этажа. Это главная лестница. И, конечно же, ну, во-первых, как они использовались, эти этажи. В подвальных помещениях в основном жили слуги, и там же, ну, какие-то, может быть, и вещи складывались, и потом коммуникации какие-то там проводили. На первом этаже были хозяйственные помещения, второй этаж самый такой, самый главный, самый парадный, там же были жилые покои императорской семьи обычно, ну, чаще там, как раз на втором этаже, ну, вот где мы сейчас находимся, на втором этаже. На третьем этаже жили фрейлины и какие-то ближние слуги, может быть, врачи или няни. Няни царских детей имели в Зимнем дворце пожизненно квартиру. То есть они здесь жили до конца жизни, в любом случае, даже если их вот, воспитанники уже выросли. И также был еще и чердак. Чердак тоже был заселен. Там, например, располагалась пожарная рота. То есть дворец был достаточно плотно так заселен. Везде кто-то жил. И цари жили не во всем дворце. У них была скорее как квартира такая. Ну, как я говорила, например, в данном случае в юго-восточном Ризолите. Ну и, соответственно, если потолки были по 7 метров, это было не очень уютно. То есть, например, это уместно, когда речь идет о каких-то парадных залах, когда туда приходили гости, например. Но спать в таких помещениях как-то неуютно, некомфортно. Поэтому со временем и даже достаточно быстро во дворце стали появляться антресоли. И постепенно их становилось все больше, 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 больше. Их количество только росло. Ну, то есть они делили, получается, дворец на 2 этажа. Ну, я имею в виду этаж на 2 половины. Были лесенки многочисленные. На самом деле, мне кажется, в этих лесенках даже можно было запутаться, заблудиться. Очень много всяких лесенок было. И потом уже, когда после революции этот дворец готовили как музей, то от этих всех антресолей его очищали постепенно. Хотя на самом деле, сейчас, конечно, вы сюда, если придете, так особо не увидите какие-то антресоли. Но если постараться, если присмотреться, то это возможно. Если прийти в Эрмитаж, но даже не заходя в него, вот здесь обычно все туристы заходят, да, вот через этот, например, такой пандус, поближе чуть подойдем, и вот здесь вот можно увидеть, что здесь как раз такие антресоли сохраняются. Так не увидим ничего. Все куда-то ушли. Приблизить. Вот так вот, в общем-то, видно. То есть, вот, например, одно окно, здесь такие занавесочки, цветочки стоят, да, вот, и выше какие-то явно стоят столы, и тоже на них цветочки. То есть, ну вот, если потом как-нибудь пойдете в Эрмитаж, то
Можете тоже проверить. Итак, именно с антресолей Екатерины II начинается история Эрмитажа самого, потому что у нее на антресолях она начала собирать какие-то вот какие-то китайские вещички, очень необычные. Но, к сожалению, эти антресоли не сохранились, и не большевики их уничтожили. Их уничтожил пожар 1837 года, который здесь в свое время произошел. Вот, о пожаре чуть попозже я расскажу. То есть вот этих антресолек Екатерины, к сожалению, не сохранилось. Как вообще в принципе выглядели комнаты Екатерины II, мы не знаем. То есть мы сейчас находимся приблизительно, где эти комнаты располагались, но они не такие, они уже перестроенные, и вот именно даже изображений ее покоев нет, не сохранилось. Зато мы знаем, что, во-первых, например, на антресолях первого этажа, чуть ниже, вот под этим этажом, были устроены комнаты для Орлова, для Григория Орлова. Во-вторых, например, также под Большой церковью Зимнего дворца, это домовая церковь, да, то есть раньше же в каждом и дворце, вообще чуть ли не в каждом здании обязательно были домовые церкви. И вот под Большой церковью была устроена банька, мыленка, как она называла, Екатерина, была мыленка для интимных встреч императрицы. Ей тогда было 33 года, когда появилась эта мыленка, а пользовалась она ею активно, наверное, все годы своего царствования. Ну, а эта комната, где сейчас вот мы находимся, примерно вот на этом месте, ну, в этой части дворца, когда-то у Екатерины находилась бриллиантовая. То есть здесь хранились какие-то вот украшения, может быть, это, допустим, цветочки из различных каменьев, там, бриллиантов или еще чего-то, регалии царские, ну, то есть все то, что сейчас у нас, наверное, и в алмазном фонде хранится, и у нас в Эрмитаже в бриллиантовой кладовой и так далее. Причем вещей было очень много, они все в шкафчиках каких-то лежали, и периодически такие вещицы пропадали. Не в плане, что их кто-то воровал, а в плане, что их было очень много, и знаете, бывает иногда вот какую-то вещь не найти. Она вроде была, вроде ее не найти, а потом через какое-то время уже она находится. То есть они были, но такой был бардак, что было чего-то не найти. Екатерина своему корреспонденту, барону Гримму, как-то писала, что у нее столько всего здесь, что любуется этим, вот, но любуется этим только она да мыши. Ну, что касается мышей, известно, что сейчас в наше время одним из главных символов Эрмитажа являются коты, которых достаточно много, у них у каждого есть свой паспорт, достаточно интересные имена, далеко не кошачьи, не Мурзики, а, например, Вирджиния или там Калиопа. Вот такие имена. Также еще одну дверь мы можем увидеть, да, здесь окно рядышком, здесь вот явно дверь куда-то. Ну, здесь понятно, куда дверь, потому что там за ней находится балкон Зимнего дворца. Екатерина, когда здесь жила, вот как-то ей очень понравилось, в одной из частей Зимнего дворца архитектор Фельтон для нее построил такой фонарик, ну, то есть скрытый эркер, скрытый балкончик. Вот так он выглядел, то есть было в нем, наверное, достаточно уютно. Вот вид снаружи, вот так это выглядело. И в таком виде оно сохранялось аж до 1920-х годов. Этот эркер существовал, этот фонарик. И на самом деле он был не один, их было несколько. И если посмотреть старинные фотографии, я, к сожалению, сюда загрузить много не смогла, чтобы не запутаться. Поэтому по минимуму здесь картинок, только вот самое-самое основное. Можно в нескольких частях, с нескольких сторон дворца увидеть какие-то такие пристройки, вот эти фонарики, их очень много было.
Вот, так что они были в большом количестве. Вот, потом уже в 20-е годы это все перестроили. Соответственно, после смерти Екатерины II сюда, опять же, по традиции, по образцу прежних лет, заехал ее сын Павел Петрович, Павел I, который жил здесь фактически почти все свое царствование, хотя для него строился его собственный замок, Михайловский замок, но, к сожалению, замок строился все 4 года, пока император правил. Поэтому там он практически не успел пожить, но он собирался туда переехать, а в Зимнем дворце хотел устроить казарму. И, зная Павла, честно говоря, не приходится в этом сомневаться. Наверное, здесь бы действительно оказалась бы казарма, но Павла убили раньше этого. Вот, поэтому уже к власти пришел его сын Александр I, который не стал заселяться именно вот в эти покои в юго-восточном Ризалите. Он сломал эту традицию, он был первым, кто это сделал. Почему? Потому что, ну, в общем-то, он, ну, можно сказать, косвенно был виновен в смерти своего отца, по крайней мере, он дал молчаливое согласие на это убийство. Ему было психологически тяжело, поэтому он поселился в тех покоях, где когда-то рос, со стороны Адмиралтейства. Это западная часть дворца. И поэтому здесь позже разместилась так называемая вторая запасная половина. Это комната для гостей. Таких половин во дворце, наверное, было 6 или 7 где-то. То есть периодически кто-то здесь жил, может быть, какие-то прусские императоры. В начале 20 века здесь жил Столыпин и его семья после покушения на Столыпина. Их поселили здесь, потому что это было безопаснее. Зимний дворец хорошо охранялся, поэтому они жили здесь. Хотя дочери Столыпина, честно говоря, не очень хорошо отзывались о Зимнем дворце, потому что вот он именно такой достаточно неуютный сам по себе. То есть это были покои, в том числе Павла I, а дальше мы попали с вами в Александровский зал, который посвящен Александру I, победителю Наполеона. Именно посвящен, то есть Александр здесь не жил, а это просто такой вот памятный зал. Хотя прежде здесь находилась половина Марии Федоровны, супруги Павла I. Она здесь жила вот в этой части дворца, то есть были комнаты Павла, а следующие шли комнаты как раз его супруги. Мария Федоровна пережила своего мужа на 27 лет, умерла она в 1828 году, и по какой-то причине незадолго, за год где-то до ее смерти, здесь затеяли масштабный ремонт, в ходе которого, помимо прочего, появилась, например, знаменитая лестница, которую мы сейчас в наше время знаем как Октябрьскую лестницу. Почему Октябрьская? Кстати, вот она такая достаточно красивая, торжественная. В память о штурме, совершенном отрядами революционных рабочих, солдат и матросов в ночь на 26 октября 1917 года, эта лестница, открывшая путь во дворец, названа Октябрьской. То есть вот поэтому она называется Октябрьской. Именно через эту лестницу тогда во дворец попали революционеры. Здесь крыльцо, вот снаружи как раз в окошке видно, что здесь есть такой вход во дворец. Можно сюда зайти, попасть. Ну, сейчас, честно говоря, не знаю, я сама никогда здесь не заходила, открыт этот вход или нет. Раньше очень много было таких входов-выходов. И, кстати говоря, это было не всегда хорошо. То есть, с одной стороны, это было удобно, с другой стороны, конечно, здесь жила императорская семья, и как-то нужно было контролировать эти лозы. И, соответственно, после смерти Марии, да, помимо лестницы, да, в ходе ремонта
были другие также комнаты отреставрированы. И поскольку по какой-то причине не успели заранее, не успели заказать мебель, то из-за границы везти все-таки очень долго, вот, то использовали в том числе бэушную мебель. Например, графиня Нессель-Роде на Авито выставила мозаичный столик. Вот купили у нее столик. Кстати, графиня Нессель-Роде, супруга министра иностранных дел России, она жила вот как раз вот там вот напротив здания главного штаба. Так что, в принципе, со столиком недалеко пришлось идти, видимо. Вот. И после смерти Марии Федоровны здесь разместилась первая запасная половина, да, то есть тоже такие вот комнаты для гостей. И затем здесь поселилась Мария Николаевна, самая старшая, кстати, самая любимая дочка императора Николая Павловича, Николая I. Девушка была очень такая упрямая, с характером. Если у Николая I был такой достаточно жесткий характер и очень тяжелый взгляд, он если на кого-то смотрел, то человек буквально каменел. И он как-то свой взгляд опробовал на своей дочери. Он думал, что тоже как медуза Горгона на нее подействует. Но нет, оказалось, что она точно так же умеет смотреть. Вот, такая с характером была. И когда ей было лет 16, она отцу своему заявила, что, дескать, не собирается покидать Россию. Ну, соответственно, куда она должна была уехать? Как любая фактически девушка, она должна была выйти замуж и уехать куда-нибудь туда, в Германию. То есть выйти замуж, да, уехать жить к мужу, в данном случае как раз именно чаще всего в Германию. Может быть, даже стать там королевой, если повезет. Но в любом случае в Германии все княжества были очень такие маленькие, бедные. А здесь при царе-батюшке такая роскошь, такие роскошные дворцы, наряды, парадные, вот эти выходы торжественные. Поэтому она решила остаться здесь. И в итоге она сдержала свое слово, она вышла замуж за герцога Максимилиана Лейхтенбергского, который был внуком Жозефины Багарны, то есть родственник Наполеона, родственник многим другим известным домам в Европе, но так получилось, что своего какого-то герцогства у него не было. Поэтому именно он приехал сюда к жене жить. И для них специально был построен дворец на Исаакиевской площади. Мариинский дворец он называется. У нас там сейчас находится законодательное собрание. Кстати, так немножко, может быть, вперед забегу. В этом дворце по какой-то причине там такие есть пандусы. Я сама не видела, потому что там депутаты заседают. Говорят, что там есть пандусы, и якобы это Мария, у нее были какие-то проблемы, она на коляске передвигалась, поэтому вот там появились пандусы. В Зимнем дворце никогда никаких пандусов, насколько я знаю, не было. И на каких-то портретах Мария тоже, она стоит без коляски. Ну, не знаю, в общем, какая-то такая даже загадка. Вот, так что был построен для них дворец, но до этого лет 5 они с ее мужем Максимилианом жили здесь, в Зимнем дворце. Вот как раз это их комнаты на первой запасной половине. Вот это, например, салон Максимилиана. Это его гостиная. Кстати говоря, такой момент, вот эта вот стеночка, например, это деталь вообще не из Зимнего дворца, это из какого-то замка в Европе, не знаю из какого, но то есть это не убранство самого Зимнего дворца, а здесь по сути из убранства, если посмотреть, в большинстве помещений что сохранилось? Потолок. И если был красивый паркет, ну здесь он частично как-то вот интересно сделано, ну вот красивый паркет, и паркет, то есть есть на самом деле старинные акварели 19 века, работы художников Гау и Ухтомского, и можно прямо вот ходить и сравнивать, и найти, где какая комната, то есть их вполне можно узнать, большинство. Вот, соответственно, потолки и полы сохранялись, а в остальном стены, где раньше были какие-то, не знаю, обои, мебель, еще что-то. Да, кстати, сохранялись также, если были камины, вот, а все остальное стены просто закрашивались и вешались экспонаты. И так почти во всем дворце за очень таким
редким исключением. Эта комната, это у нас большой салон Марии Николаевны. Красивый паркет наборный, кстати, один из, мне кажется, самых интересных во дворце. Вот ее желтый салон. Это большой кабинет Марии Николаевны. Интересный момент после революции, вот там уже... Ну, что касается самой Марии, она вот не хотела покидать Россию. После смерти Максимилиана она вышла замуж за графа Строганова, причем тайно. Тайно от отца, потому что Николай I все-таки был человеком достаточно жестким. Неизвестно, как бы он среагировал. Поэтому тайно она венчалась. Об этом не знал практически никто из семьи, кроме ее брата Александра II. И уже потом, после смерти отца, об этом все родственники узнали, как-то не приняли Строганова. Строганов, он хоть и граф, для нас с вами, например, граф, для них он был простолюдином, поэтому это был неравный брак. И Мария в основном жила больше в Италии, прислали ей туда деньги, денег вечно не хватало. После ее смерти ее Мариинский дворец дети уже промотали, продали за долги. Как раз вот в начале 20 века там размещался Государственный совет. Ну, а что касается дальнейших ее потомков, там вот, не помню, как звали, девушка, ее Ленин устроил на работу в публичную библиотеку. То есть вроде бы мало чего хорошего сделал Ленин, больше как-то не очень хорошего, но вот в том числе человек помог работу найти из семьи Романовых. Вот, кстати, обратите внимание, дверка, ведущая, видимо, куда-то. Ну, в Зимнем дворце были какие-то потайные комнаты, потайные ходы, естественно, потому что эпоха такая была нестабильная, эпоха дворцовых переворотов. Вот это помещение, это в прошлом салон Макса, салон Максимилиана. Ну, наверное, примерно вот как по шкафчику, да, здесь такие были занавески. Ну, то есть там можно было переодеться. То есть как примерочная такая, да, это туалетная, здесь переодевались. И следующее помещение это... Следующее помещение это, кстати, Гейнсборо. Это у нас спальня Марии Николаевны, которую мы можем здесь увидеть на вот этих вот тоже старинных акварелях. Они как фотографии фактически, да, то есть достаточно подробные. По-моему, с помощью камеры обскура они создавались. Вот здесь кровать за пологом. Вот такая роскошная спальня. Одна из таких красивейших, кстати, во дворце. Ну, что касается кроватей. В Зимнем дворце ведь было достаточно холодно. И в спальне, тем не менее, именно вот в постели было тепло, потому что завешивалось все это пологом. И в кровать клали грелку. Ну, это типа как такая сдвоенная сковородка. Там были угли. И подогревали кровать, и там было достаточно сносно. Там можно было спать. А так, конечно, во дворце в самом было несколько прохладно. И к этому еще вернемся. Ну и, собственно, мы попали в те комнаты, где сохранились как раз-таки интерьеры, именно вот целиком и полностью. Простите. Простите. Итак, попали в комнаты, где сохранились интерьеры. Это как раз комната императрицы Марии Александровны, супруги Александра II. Находятся они в
получается, в юго-западном ризолите дворца. Вот у нас Зимний дворец сверху. Мы начали экскурсию вот отсюда, да, вот с этой части дворца. Вот так вот пошли вдоль самого дворца. И вот где-то вот, наверное, где-то здесь вот сейчас находимся как раз. И вот эти вот выступающие такие более части, угловые, это ризолиты. Они обычно были жилые. Вот этот и вот здесь вот уже жили. И вот здесь вот тоже были комнаты. Практически, получается, везде. И обратите внимание, в каждом таком ризолите внутри есть маленький такой световой дворик. Тут даже их, в общем-то, 2. Так вот, при Екатерине II в этом вот ризолите устроили театр. Он занимал 2-3 этаж. И вот этого дворика внутреннего, естественно, не было. Ну, то есть, если представите себе театр, наверное, все-таки с двориком его сложно сделать, поэтому дворика не было. Но поскольку у Екатерины было достаточно много внуков, они все рождались, в итоге появилось их аж целых 10 человек, поэтому разобрали театр, поселили сюда детей, сделали вот этот вот как раз вот световой дворик. И там поселились какие-то сначала внуки Екатерины, и в частности потом еще в 1817 году здесь поселился будущий Николай I, Николай Павлович. Чуть позже, когда он стал императором, он переехал в другую часть, в другое крыло дворца, в северо-западный ризолит. И здесь разместились, ну, в общем-то, здесь разместилась как раз его невестка, получается, Мария Александровна, супруга Александра II. Для нее были отделаны комнаты. Давайте, наверное, сразу из белого зала, который здесь самый большой, самый светлый, такой самый масштабный, 2 этажа занимает как раз-таки. Переместимся в следующую комнату. Это у нас золотая гостиная. Наверное, одна из самых красивейших и интереснейших вот именно по своему убранству комнат в Зимнем дворце. Очень нарядная. Построена она по проекту Александра Брюлова. Ну и построена в связи с тем, что, собственно говоря, Марии Александровне и Александру Николаевичу, Александру II нужно было где-то принимать гостей. Поэтому вот появились у них тоже такие покои. Такое помещение. И это было, наверное, единственный зал, в который при Александре II вложились, вот построили именно вот такое жилое красивое помещение, потому что в остальном Александр больше вкладывался в развитие инженерной инфраструктуры, которая активно в то время как раз здесь развивалась, потому что нужно было каким-то образом, например, решать проблемы с отоплением дворца. С отоплением здесь была настоящая беда. Ну, когда дворец был построен, то отопление было вот такое. Камины, печи, камины отапливали его. Но, учитывая, что здесь такие вот есть потолки, вот такие помещения огромные, конечно, это очень-очень сложно отапливать все. Но, тем не менее, были именно камины, постепенно уже начали даже вводить другую систему отопления. Но в 1837 году произошел пожар. И после пожара камины восстановили во дворце. Камины восстановили, но их больше не то чтобы не топили, их даже нельзя было топить, потому что это были по сути просто макеты. Николай Павлович, переживший пожар собственного дома, до конца своей жизни имел настоящую фобию. Он боялся каких-то таких вещей, которые могут вызвать пожар. Поэтому камины вот были просто муляжом. И здесь появилось, ну, можно сказать, центральное отопление. Это были пневматические воздушные печи, системы инженера Амосова. То есть внизу, в подвальном помещении, были установлены 80 печей. Еще порядка 50 печей, то есть
всего где-то 100, наверное, 130, даже 140 печей было во дворце, были вот именно в самом дворце, да, то есть в подвалах, в самом дворце были печи, и они представляли собой топку и воздушную камеру. И внутри стен, вернее, были такие вот воздушные каналы проложены, там и вентиляция проходила, и как раз вот шел теплый воздух. Вот таким образом дворец отапливали. Как это выглядит? Если вы придете во дворец, вы прекрасно сможете увидеть систему отопления дворца. Ну вот у нас, например, дома под окнами батареи, да, там водяное отопление, соответственно, у нас. Здесь такого нет. Я не знаю, может быть, на самом деле батареи эти, скорее всего, спрятаны. Ну, к этому сейчас, это я сейчас объясню. Вот душники отопления, вот они. Вот. И здесь тоже. То есть вот отсюда подавался теплый воздух. Когда тестировали эту систему, когда вот эксперты, ну там же каждый раз там по любому случаю создавалась целая комиссия, которая все тестировала, все проверяла, сказали, что абсолютно они безопасны. Сделали такую систему и выяснилось, что, к сожалению, она очень сильно иссушает воздух. Что было вредно, конечно же, и для картин, и для людей. При том, что некоторые жители дворца имели проблемы со здоровьем. У кого-то была астма, у кого-то туберкулез. В частности, астматиком был сам император Александр II, а туберкулез был у его супруги Марии Александровны, которая в итоге от туберкулеза и умерла. То есть, ну, явно, что нужно было решать эту проблему, потому что она создавала, скажем так, создавала проблемы для именно монарших особ прежде всего. Вот, поэтому стали что-то там придумывать. Ну, во-первых, что в первую очередь? Нужно как-то увлажнить воздух. Стали как-то его пытаться увлажнить, ну, то есть ставили, может, какие-то лоханки с водой, еще что-то. В итоге появлялись то тропики, то пустыни. Это тоже все очень-очень плохо влияло и на живопись, и на здоровье. Поэтому это не подходило. И фактически вот вплоть до начала 20 века здесь постоянно что-то пытались такое сделать. Постоянно. Там даже чуть ли не дыры в самих стенах дворца сверлили каким-то образом. Пытались окна обогревать, то есть вот по периметру оконных рам, там должно было быть какое-то тоже отопление, там как-то с улицы, то есть очень сложные были системы. Одновременно все-таки и печи были в залах, то есть такой совмещенный вариант отопления был. Вот. Потом даже ближе к концу 19 века появилась какая-то такая смарт-система, когда было возможно, например, регулировать температуру в каждом отдельном зале. Были датчики температуры, и можно было, допустим, можно было именно регулировать за счет того, что были моторчики, электромоторчики небольшие, и с их помощью открывались и закрывались закрышки для воздуховодов. Причем они включались и выключались, эти моторчики, удаленно на расстоянии. Ну вот действительно такая смарт-система. Сложно представить себе, что это было возможно в то время, но тем не менее. А уже в начале 20 века при Николае, ну это все в принципе было практически при Николае II, вот при Николае подключились и к городскому водопроводу, и водяное отопление появилось. В настоящий момент в Зимнем дворце совмещенное отопление, то есть фактически, наверное, вот все достижения, которые появились при императорах, они все каким-то образом используются так или иначе. Поэтому я говорю, что может быть там где-то спрятаны и батареи обычные, и в то же время частично вот эти печи Амосова продолжают, ну, по крайней мере, может быть, не сами печи Амосова, да, но частично именно вот эта система, она эксплуатируется до сих пор, хотя ей уже около, получается, 200 лет, если после пожара дворец был восстановлен в 1839 году, ну, лет через 20 будет 200 лет.
Еще одна проблема помимо отопления – это вентиляция. Ну, если представить себе балы в императорском дворце в XIX веке, большой зал, собиралось человек, допустим, около 1000, может быть, горело около 1000 свеч, и они поднимали температуру сразу градусов так на 10. При этом люди дышали, да, то есть поглощали кислород, люди потели. И они не только танцевали, они все-таки еще что-то там, канапешечки, там еда какая-то подогревалась рядышком. Ее же не таскали с кухни там откуда-то далеко, иначе будет холодная. Рядышком подогревали пищу, то есть там еще и едой воняло. Ну, представляете, как это все было. Вот, поэтому было не очень приятно. Люди-то, в принципе, привыкли, но в императорском дворце пытались как-то эту проблему исправить каким-то образом. Поэтому, ну, что касается вентиляции, изначально здесь вентиляция была только естественная, совершенно естественно, фактически ее не было, то есть были только форточки. Можно было открыть форточку, закрыть форточку. Вот так все это регулировалось. Затем, ну, поскольку было все-таки действительно очень был плохой, дурной, лучше даже сказать, воздух, поставили вентиляторы на ручном приводе. То есть люди там крутили, но вы понимаете, что такое вентилятор, просто гоняется тот же самый воздух туда-сюда. Поэтому не спасали вентиляторы. Вот, когда монтировалась вот эта вот отопительная система Амосова, при этом в простеночках там появились же не только вот шел теплый воздух, но и в принципе была система вентиляции. То есть вот эта система тоже помогала немножечко решать проблемы. Ну и плюс ко всему впоследствии в потолках многих залов, это можно увидеть, тоже появились вот вентиляционные такие шахты. Вот, допустим, да, вот здесь вот черное, здесь вот тоже черное. То есть вот здесь вот система вентиляции идет. Туда. Давайте вернемся обратно, допустим, в предыдущий зал. Там просто тоже очень хорошо видно. Потолок белый, но там, где вот эти вот узоры с черненьким, это, собственно говоря, именно вентиляционная система дворца. Дальше идем по покоям Марии Александровны. И следующий зал, это, собственно говоря, ее гостиная. Помните, здесь стоял рояль, недавно. Сейчас его нет. Тоже камин, кстати, можно увидеть. Вид на Адмиралтейство, это именно уже идет западный фасад дворца. И также из окон, если посмотреть, то можно увидеть северо-западный фасад дворца. Вот этот вот. И здесь, если присмотреться, вот есть такая маленькая башенка. Вот она у нас из окон тоже видна. Это телеграфная башня. В 1833 году она была построена для оптического телеграфа, для того, чтобы можно было посылать и принимать депеши, допустим, в Петергоф, в Кронштадт, в Варшаву, что было очень актуально в то время, потому что периодически в Польше какие-то восстания проходили. Такое неспокойное было княжество. И построили такую башню. Примерно в то же время, в 1832 году, бароном Шиллингом в Санкт-Петербурге был также изобретен электромагнитный телеграф. Вот, поэтому, в общем-то, надобность в этой башенке, она впоследствии отпала, но, тем не менее, она сохранилась. Такой, получается, атавизм дворца, очень интересный.
Но, к сожалению, вот этого вот оборудования, да, поскольку это еще все ведь при царях произошло, то, что поменялась немножко система, появился новый вид телеграфа, вот тогда это все исчезло, кроме самой башни, конечно. И там были такие вот снаружи белые круги, но вот они не сохранились. А внутри башенки сейчас находятся шкафчики с экспонатами, и она принадлежит восточному отделу Эрмитажа. Я там не была, но есть фотографии, кстати, тоже. Как это все, ну, просто внутри стоят шкафчики, собственно, ничего такого необычного. Что касается систем связи дворца, естественно, впоследствии был не только телеграф, например, телефоны появились, и, например, тот же Николай II, кстати, здесь это я видела во дворце телефон, я просто не помню, где их поискать. Николай II, он, например, по телефону любил слушать оперу, которая проходила где-нибудь в Мариинском театре. Была проведена прямая линия в Мариинском театре, я вот слушала это. Это было, конечно, не дешевое удовольствие, но вот это был такой каприз Николая. А мы оказались с вами в будуаре Марии Александровны. Там, по идее, должно быть видно, но меня там нет. На зеркалах я не отражаюсь. Видимо, я вампир. Это будуар, такой достаточно яркий интерьер. Кстати, обратите внимание, сейчас вот в этой части стены можно увидеть, что здесь как-то не очень, какой-то не очень хороший шелк, такой как почерневший. Это не дефекты съемки Эрмитажа, это просто сохранился неотреставрированный кусочек. Неотреставрированный кусочек что-то там с интернетом. Вот, это не отреставрированный кусочек, то, что было, нам показали реставраторы специально, что было после войны здесь. То есть реставрировали, все сделали вот как надо, чтобы было красиво, но вот, к сожалению, такой кусочек остался. Вот. Ну и, собственно говоря, Мария Александровна, она умерла в 1880 году. Ну, а в скором времени умер и ее супруг Александр II, которого убили террористы в том месте, где у нас находится сейчас Спас на Крови. В него бросили бомбу. Было 1 марта 1881 года. И этот царь, он для России сделал очень много, он отменил крепостное право. И поскольку в Зимнем дворце была такая традиция сохранять неприкосновенности, покои предыдущей вот царской четы, ну, то есть родителей, собственно говоря, такие мемориальные зоны сохранялись, точно так же, как сохранялись личные вещи, допустим, того же Петра I или Екатерины II, ну, великих предков. И вот родительские тоже такие были памятные зоны. И уже спустя 3 года после смерти Александра II сюда, в эти покои, Мария Александровна и ее супруга стали пускать туристов. Причем использовался именно вот этот термин. И туристы были очень часто из Англии и Америки. Американцы и англичане особенно этим интересовались. Ну, а после революции тоже все сохранялось, все залы сохранялись в неприкосновенности. Вот даже какие-то вот перья, какие-то вот вообще даже мелочь, это все сохранялось. И сюда пускали, то есть здесь был музей революции, сюда пускали за деньги людей. Вход стоил 30 копеек. Но, к сожалению, вот эти вот покои, которые, как вы видите, очень красивые, роскошные, они привлекают внимание. Ну, всем же интересно, как жили цари, тем более, что это было в то время уже, когда цари только... Они недавно были, вот они умерли, и можно зайти посмотреть, как же они жили. Это, конечно, очень здорово, очень любопытно, но это вызывало, как по мнению властей, слишком нездоровый интерес.
поэтому решили прикрыть эту лавочку. И, как я говорила, большую часть интерьеров перестроили, просто закрасили вот краской, поставили совершенно какие-то вот другие экспонаты, которые не имели отношения даже к этому дворцу. Повесили, да, картины, и сохранились только покои Марии Александровны. Вот почему мы можем ими полюбоваться. Не потому, что нам оставили посмотреть, как же они выглядели, а потому, что ими какое-то время еще пользовались. Здесь иногда останавливались иностранные гости. Например, в 1928 году здесь останавливался и жил несколько дней афганский падишах. То есть, ну, просто большевики использовали эти покои по назначению. Надо же было где-то поселить иностранцев, чтобы им как-то привычно было. Ну, а следующее вот это вот синего цвета помещение, это, соответственно, вот спальня. Вот, в обратную сторону. Ну, так вот. Это спальня. Мы уже видели спальню Марии Николаевны. И если будете в Зимнем дворце, если вы где-то увидите вот две колонны, между ними мысленно можно поставить двуспальную кровать, ну еще и с пологом, то понимаете, что это спальня именно. Привет, да, спасибо за идею, продвигаем. Путешествуем по Зимнему дворцу. На самом деле, благодаря как раз, может быть, вот этому даже сайту я поняла, что возможно провести такую экскурсию, потому что я думала, что есть моменты, о которых рассказать просто-напросто очень сложно. В частности, вот мы из спальни, не туда идем, мы сейчас из спальни зайдем в следующее помещение, и это будет ванная комната Марии Александровны. Она, конечно, выглядела не так. Вот у нас ванная. Можно увидеть вот там вот как раз в глубине саму ванну. Вот саму ванну. И надо сказать, что в то время ванная комната, она была одной из парадных комнат. То есть это была комната, где принимали гостей. Да, поэтому мы здесь видим диванчик. Ну, то есть не в самой, конечно, ванной, там, в мыле императрица принимала гостей. И на самом деле в этой ванне она даже не мылась. Там, где стоит вот этот синий диванчик, под ним утоплена в пол настоящая ванна, то есть она медная, и там реально мылись. Но это такой достаточно, получается, интимный предмет. Вот, поэтому она спрятана под диванчиком. То есть здесь сразу две ванны в этой ванной. Других ванных комнат я, в общем-то, в Зимнем дворце не знаю. Потому что, ну, если в Зимнем дворце было 1050 комнат, а в Эрмитаже, во всем Эрмитаже около 400 залов, то есть понятно, что не все помещения нам доступны. Часть из них занимают сотрудники, которые работают, там и лекции проходят, и хранятся и коллекции, и как-то работают с этими коллекциями, да, какие-то научные статьи пишут и так далее. Разрабатывают, может быть, новые выставки создают. Ну, ванна, да, на чем мы остановились? Как, собственно говоря, императрица принимала ванну? Со времен Александры Федоровны, супруги Николая I, вода в ванную подавалась самотеком. Ну вот, например, в XVIII веке, поскольку рядышком, недалеко от Зимнего дворца находился летний сад, а в летнем саду работали фонтаны, и работали они там тоже самотеком. Вода подавалась издалека, из более возвышенного места, вот она вниз под напором, получается, текла. Ну и почему бы было не использовать эту систему и так. Почему бы было не использовать эту систему и для подачи воды в сам Зимний дворец? Вот.
Вот. Ну, позже, в летнем саду фонтаны со временем исчезли. И еще раз повторюсь, что Александра Федоровна, в ее ванной вода текла самотеком. То есть было очень удобно, но каким образом эта вода поступала в тот резервуар, который был этажом выше? Туда ее в ушатах носили слуги. То есть вот такая нехитрая механика. Точно так же потом использованную воду в ушатах выносили, выливали ее, допустим, в канализацию во дворе Зимнего дворца, или даже, может быть, в него выливали. Вот так это работало. Затем в 1837 году в Зимнем дворце появился огромный резервуар на 4000 ведер, в который вода поступала благодаря водоподъемной машине на паровой тяге, паровой водоподъемной машине. Ну вот как раз она, такая машина появилась то ли в ноябре, то ли в декабре 1837 года. И буквально 14 декабря туда на работу в Зимний дворец взяли такого мастера Пинкертона, механика, извините, Пинкертона, который и должен был работать с этой машиной. И через 3 дня, то есть 17 декабря того же 1937 года, в Зимнем дворце случился огромный страшный пожар. Сразу скажу, что дворец сгорел весь, полностью, абсолютно. Но что касается Пинкертона, в самом начале пожара он по-быстренькому включил свою вот эту машину и наполнил резервуар полностью водой. Дворец, ну, вернее, вот этот резервуар, он находился, получается, опять взяться за карту, вот где-то в этом крыле дворца, где-то в этой части. А императорские покои, они были здесь. Ну и, собственно говоря, дворец действительно сгорел во время пожара весь. Но когда огонь дошел до того места, где находился вот этот резервуар, резервуар прогорел полностью, и вода хлынула вниз. И, возможно, именно благодаря этому удалось частично пожар остановить. То есть, да, дворец сгорел, но зато отстояли Эрмитаж, который пристроен был к Зимнему дворцу, он сейчас пристроен. И помимо того, что там был вот этот вот резервуар с водой, Зимний дворец с Эрмитажем связан переходом. Вот этот переход был разобран, был заложен брандмауэр, там еще из бронспойтов поливали водой все это, чтобы, не дай бог, действительно огонь не перекинулся на вот эту вот сокровищницу. Поэтому Эрмитаж отстояли. Ну а после пожара уже у Николая I появился также и душ. Он посмотрел эту идею в Англии. Ну и на этом у нас покои Марии Александровны заканчиваются, и начинаются покои, которые в будущем занимал ее муж. Ну, до этого здесь вот со стороны западного фасада дворца проживал Павел I. Именно здесь он узнал правду о том, что его отец на самом деле умер не от геморроя, а был убит общеопасным способом, то есть вилкой. И здесь же потом поселились его сыновья, Александр, например, Александр, Константин. Александр жил в комнатах вдоль Адмиралтейства, вдоль западного фасада. Потом позже здесь поселился как раз вот и Александр II. Ну, что касается Александра II, обратите внимание, здесь тоже есть такая дверка. Я не знаю, может быть, она на самом деле не одна, вот здесь просто так в глаза бросается. У него же на 3-м этаже, то есть вот рядышком находились покои его супруги, которая болела туберкулезом, которая впоследствии умерла от туберкулеза. Вот она болела, она страдала, а этажом выше при этом он поселил свою вторую жену, то есть, в общем-то говоря, по-русски любовницу, Екатерину Долгорукову. Там жила не только она, там жили их дети, которые бегали, топали ногами, и умирающая императрица знала об этом, обо всем прекрасно. И это, конечно, было очень и очень неприятно. Когда
к императору. Ну, допустим, я не знаю, врач приходил, Боткин. Император, который, по большому счету, он жил, он ночевал там на 3-м этаже у Екатерины, но он, тем не менее, специально спускался на 2-й этаж, чтобы, ну, как-то соблюсти приличие. Хотя на самом деле все во дворце знали о том, что вот так это все происходит. Такой нехороший был царь, имел крепостное право, но личной жизни был не всегда таким хорошим, положительным. Ну, а здесь, вот в этом зале, находился кабинет Александра II. Сейчас я выключу. Вот здесь вот как раз стоит его бюст, и здесь табличка. Здесь написано, что вот здесь император Александр II скончался на этом месте. Вот если включить опять же кабинет, вид кабинета, акварель, с левой стороны под зеркалом можно увидеть кровать, где Александр II умер, на которой он умер. Здесь же, кстати, в этом самом кабинете им был подписан указ об отмене крепостного права в России в конце февраля 1861 года. А следующее помещение, которое, опять же, вот чаще всего мы можем идентифицировать с помощью потолков. Следующее помещение – это учебная комната Александра II. И вот в ту пору, когда он был еще мальчиком, и в это помещение 14 декабря, ну, вернее, 14 декабря 1825 года стали доставлять первых арестованных декабристов. Вот, сюда стали доставлять первых декабристов для допросов. Потом, позже их допрашивали также и в Эрмитаже, в Малом Эрмитаже. Ну, здание пристроено непосредственно к Зимнему дворцу, и позже уже в Петропавловской крепости. И раз уж мы тоже здесь оказались, можно тоже увидеть здесь, ну, во многих залах можно наблюдать ручники отопления. Ну и далее мы переходим на лестницу. Она называется Салтыковская, достаточно простая лестница, хотя, между прочим, именно этой лестницей постоянно пользовались императоры, потому что они жили в основном чаще всего именно в этом крыле дворца, в западном крыле. И, конечно, они ходили не через вот главную лестницу, красивую, потому что просто здесь быстрее выйти. И на 3-м этаже по этой лестнице жил учитель Павла I и его сыновей Александра I и Константина, Салтыков. И поэтому эта лестница до сих пор носит имя Салтыкова, и подъезд тоже называется Салтыковским до сих пор. То есть вот, учитель Павла вот таким образом тоже вошел в историю. На 3-м этаже жили фрейлины, причем они были достаточно так тесно и плотно укомплектованы. Ну, вот у них у каждой была комната, там даже по двое в комнате жили. И была общая кухня, ванная и туалет на 4 унитаза в конце коридора, что называется. Ну, вот как в гостиницах 3 звезды, например. Да, все общее. Ну, в числе прочих здесь жили, например, Гряжская, Далия Полетика, подруга Пушкина. Они так достаточно мило общались. Потом почему-то непонятно, с чего вдруг Полетика Пушкина просто возненавидела. И, возможно, говорят, именно она присылала Пушкину вот эти знаменитые пасквили
которые стали причиной смерти поэта. И она потом ненавидела даже саму память о Пушкине. Ну и, например, здесь же жила такая вот фрейлина Жуковская. Это, между прочим, дочь поэта Жуковского Василия. Это дочь Жуковского, а у императора Александра II у него тоже был сын Алексей. И был момент, когда у Жуковского и Александра II появился общий внук. Ну, после этого, конечно, вот этого Алексея Александровича его отправили в кругосветное путешествие, в круиз. Нахулиганил. Ну, если по лестнице спуститься, то можно выйти в так называемый темный коридор. А здесь нет естественного освещения. Это вот в западном крыле дворца, соответственно, с правой стороны, вот здесь вот с правой стороны, здесь находятся те комнаты, в которых мы только что были. Комнаты, например, там, Александра I, Александра II, с видом на Адмиралтейство. А по левой стороне идут комнаты окнами, выходящие во двор. Здесь жили уже младшие братья Александра II, Константин, Николай и Михаил. Ну, в зависимости от возраста, ну, по старшинству у кого-то было большее количество комнат, кто-то делил комнаты между собой. Кстати, обратите внимание, вот это вот вход в одну из комнат Константина, и возле этой двери можно увидеть фрагмент кирпичной кладки с небольшой табличкой. Здесь сказано о том, что вот эти кирпичи конкретно клал лично Николай I. Когда дворец возрождали после пожара, вот он лично тоже принимал участие в строительстве. Ну и, соответственно, за этой дверью когда-то находилась так называемая корабельная. Это одна из комнат Константина, в которой стояла настоящая яхта. Она была высотой под потолок, со всей оснасткой. Очень такая и красивая, интересная. И, наверное, все мальчишки завидовали Константину. Дело в том, что мальчиков, вот этих вот сыновей императорских, их с детства готовили, они сразу уже с детства относились к какому-либо роду войск. То есть, например, соответственно, планировалось, что Константин станет адмиралом флота. Ну, собственно говоря, как и произошло. Ну и возвращаясь именно к темному коридору, да, здесь темно, потому что нет окон, надо было как-то помещение освещать. Надо сказать, что в Зимнем дворце вплоть до революции использовались свечки. Причем было уже электричество вовсю с конца 19 века. Не во всех помещениях, конечно, но внедрялось электрическое освещение, но использовали также и свечки, хотя это было очень дорого. Свечки везли часто из-за границы. И на каждого жителя дворца, а всего здесь жило примерно около 3000 человек, на каждому жителю дворца полагалось определенное количество свечек. Фрейлинам, допустим, царским дочкам, вот всем вот какое-то определенное количество полагалось. Ну и вот эти вот недогоревшие, точнее, прогоревшие больше, чем наполовину свечки, их полагалось отдавать лакеям. Соответственно, лакеи были заинтересованы в том, чтобы свечи горели подольше, потому что они эти огарки продавали. И из-за этих огарков свечных здесь, в Зимнем дворце, бывали настоящие, в общем-то, войны.
Ну а далее постепенно стало так в небольших количествах появляться газовое освещение, которое вовсю уже использовалось в городе. Но еще раз повторюсь, что Николай I, он очень боялся пожара. И он очень так вот как-то с предосторожностью относился к газовому освещению, потому что были, возможно, все-таки взрывы, а для него это было не дай бог. Но постепенно вот какие-то такие небольшие опыты с внедрением газового освещения, они все-таки были. И в частности при Александре II 23 января 1880 года здесь во дворце начались опыты по замене газового оборудования. И они продолжались какое-то время. И вот 5 февраля того же 80-го года во дворце прогремел взрыв. Собственно говоря, совершенно логично было предположить, что это был взрыв газа. Об этом сразу как раз и подумали, даже об этом писали в газетах. Но позже выяснилось, что нет. Это были опыты с динамитом местного столяра Степана Халтурина. Вот, Степан Халтурин устроил взрыв в Зимнем дворце. Каким-то макаром он умудрился протащить во дворец 50 килограммов динамита. При том, что, ну да, много было входов-выходов, они, конечно, охранялись, но вот можно было протащить этот динамит. Более того, охрана периодически весь дворец шерстила, проверяли, осматривали все покои, осматривали подвал Халтурина, но динамита не нашли. Он лежал у него в сундуке под какими-то, видимо, грязными трусами. Вот, и не нашли. И после этого всего, конечно же, начали проверять весь дворец. Ну, потому что если есть одна, ну, не бомба, да, вот здесь динамит есть, неизвестно, что в других частях дворца может скрываться. Поэтому начали его проверять, все подвалы, все чердаки, конечно же. И на чердаке Зимнего дворца, в числе прочего хлама, обнаружили корову. У кого-то из сотрудников дворца был маленький ребенок, ему нужно было свежее молоко. И каким-то образом, получается, он умудрился протащить во дворец корову. Ну, честно говоря, мне сложно себе это представить, потому что ее нужно провести через какие-то двери, ее нужно отвести по лестницам наверх. Ну, не знаю, то есть, получается, бардак был абсолютно полный, при том, что при предшественнике Александра II, при Николае I, на чердаке был абсолютный порядок. Там было фактически все закрыто. Ну и это, что касается газового освещения, все-таки с 1878 года здесь стали внедрять и электрическое освещение. Появились вот первые свечи Яблочкового во дворце. Потом, правда, пользовались больше эдисоновскими лампочками. Хотя вот еще раз повторюсь, свечи все равно использовали. В некоторых помещениях был электрический свет, но и свечи использовали. И, кстати говоря, вот эти вот эдисоновские лампочки на самом деле не сразу все очень хорошо приняли. Ну, если представите себе, раньше действительно эти свечи и поднимали и градус во дворце, я имею в виду температуру повышали, и от них света было мало. То есть вроде бы электрическое освещение это хорошо, но нет, у него тоже есть свои недостатки. Это выяснили более такие вот дамы, скажем так, в возрасте, потому что при свечках не видно, что у них там на лице, слой штукатурки. То есть вот им пришлось пересмотреть, конечно, свое отношение к макияжу. Так-то они быстро перестроились, быстро привыкли. Ну вот на самом деле вот и такие бывают проблемы. Надо лучше делать макияж. Вот. И далее мы переходим с вами в сторону северо-западного ризолита. Вот это вот помещение называется ротонда. Она круглая. Здесь, кстати, елки когда-то для детей устраивали, например. В Золотой Костиной тоже были елки. И здесь. Помещение, которое связывает разные части дворца. Вот можно на лесенку выйти и пойти на выход из музея. Тут темный коридор. Некоторые помещения закрыты. Здесь есть очень интересная выставка, связанная с Петром Первым.
А мы потихонечку идем в покое Николая I, Николая II. Ну, что касается Николая I, он и его семья занимали сразу 3 этажа дворца. На 3-м этаже жил сам император, на 2-м этаже его супруга. Это то, что мы сейчас видели, вот эту гостиную малахитовую. И на 1-м этаже жили его дочери. Сохранились их комнаты, они выполнены по проекту архитектора Александра Брюлова и такие достаточно красивые. Здесь сейчас представлены экспонаты, относящиеся к истории первобытного общества, то есть каменный век, палеолит, например. Да, вот такие вот достаточно красивые залы. Сейчас будет вообще великолепный. В стиле готики. Вот с такими великолепными потолками. То есть такой контраст. Здесь какие-то черепки. Вот, кстати, онежская плита с петроглифами представлена. Вот здесь, да, позолота. Там дальше, в принципе, такие же помещения. Здесь жили дочки Николая I, позже жили также дочери Николая II. Вот еще раз, дочери на 1-м, Николай I на 3-м этаже, на 2-м были комнаты его супруги, а у Николая II, которого жену также звали тоже Александрой Федоровной, вот у него на 1-м этаже тоже дочери, а на 2-м он жил вместе с женой, то есть у них были общие комнаты с супругой. И малахитовая гостиная, она была как при Николае I, так и при Николае II. Отделка у нее достаточно яркая. Ну, давайте для начала обратим внимание на пол, на паркет. Паркет наборный из разных сортов дерева. Если посмотрите в следующую комнату, здесь уже попроще паркет. Ну, очень часто в Зимнем дворце, вот особенно после пожара, было так, что наборные красивые паркеты были в тех помещениях, где бывали гости, а уже какие-то личные покои, там были простые паркеты. Ну, тоже экономили, цари, тоже экономили. Вот. Здесь у нас идет такое сочетание, получается, белого цвета, красного цвета, золота в изобилии и малахита зеленого. Малахитовые колонны, малахитовые вазы, малахитовые какие-то вот здесь вот на столике детальки. Тогда малахит купили у Демидовых 3,5 тонны. 3,5 тонны малахита. Использовали здесь только 2 тонны. То есть еще почти столько же можно было использовать. Его было просто вдоволь этого малахита. Зато такая достаточно красивая гостиная получилась. Малахит, кстати говоря, это камень, такой поделочный камень, который не встречается большими объемами, как, например, можно вот яшму встретить. Это обычно небольшие такие пластинки, которые накладывали на какую-то металлическую основу. То есть металлическая колонна, и сверху мастера делали узоры. Можно было разные узоры создавать, и вот эта техника называется русской мозаикой. То есть если на самом деле эти экспонаты посмотреть, вот эти вот колонны, например, посмотреть поближе, то там будет видно, что это не цельный камень. Ну а яшму, если вот посмотреть, у нас есть, например, огромная здесь ваза в Эрмитаже, там видно, что цельный камень. Итак, в этой гостиной в свое время, например, проходили музыкальные вечера Александры Федоровны, супруги Николая I. В частности, 5 апреля 1842 года здесь играл Ференц Лист. Здесь же обычно дам представляли императрицы, здесь же обрежали невест, одевали, а здесь же обрежали тоже вот фамильные драгоценности тех невест, которые сюда приехали из Германии, да, выходить замуж за наших великих князей.
И здесь обычно семья собиралась перед парадным выходом, потому что малахитовая гостиная – это комната, которая объединяет личные императорские покои и парадные комнаты. А дальше можно выйти в парадные комнаты, что мы впоследствии и сделаем. Ну и вот именно в этой гостиной после февральской революции проходили заседания Временного правительства. К сожалению, когда началась уже Октябрьская революция, Зимний дворец обстреливали из Петропавловской крепости. Не Авророй обстреливала, а из Петропавловской крепости. Один снаряд, говорят, попал в карниз дворца, а другой попал в помещение, которое находится над этим залом. Ну, естественно, в тот момент было принято решение переместиться в соседнее помещение. Белую столовую, достаточно милая, уютная комната. Вот здесь заседало Временное правительство в тот момент, когда сюда ворвались большевики, сказав, кто тут временный. И вот здесь на камине стоят часики в виде носорога, и они остановлены как раз в тот самый момент, когда произошла революция. Рядом стоит табличка, где тоже написано об этом же. Ну, конечно, на самом деле после революции вот эти, особенно помещения, подверглись погрому, потому что есть фотографии, что там все такое испорченное, все на полу валяется в жутком совершенно виде. Ну, есть какой-то косяк, на самом деле, в этой комнате. Какая-то она кривая. Это гостиная. Это гостиная Александры Федоровны, той, которая первая, и той, которая вторая тоже. Угловой кабинет. Вернее, не гостиная, а кабинет. Видите, здесь угол, то есть на Адмиралтейство вот эта сторона выходит, а вот это вот на Неву. Ну, светлый достаточно, светлый кабинет. Соседнее помещение – это спальня. Опять же, две колонны, значит, здесь кровать стояла. Есть тоже изображение и спальни Александры Федоровны, той, которая первая, и спальни Николая II и Александры Федоровны, второй получается. У них здесь тоже стояла кровать, стена была завешена иконами, и у них была общая кровать. И, кстати, Александра Федоровна, она была первой из императриц, которая стала сама выкармливать своих детей грудью, всех своих детей. Ну, а у Николая II на случай каких-то семейных неурядиц у него была еще другая спальня, если мало ли что, можно было переместиться туда. На третьем этаже она располагалась. Отец Николая II, Александр III, он в этом дворце не жил. Он в основном жил либо в Аничковом дворце, либо в Гатчине. Его называли даже гатчинским затворником. И уже потом Николай II после своей свадьбы он переехал с женой сюда. И здесь был сделан ремонт. Какое-то время они сюда не могли переехать, потому что шел ремонт под руководством старшей сестры Александры Федоровны, Елизаветы Федоровны. Отца их, если что, не Федором звали, просто это были немецкие принцессы, обычно совершенно случайно им давали имена. Ну, чаще всего Федоровна, это значит, что отца звали Фридрихом. Они там все, наверное, Фридрихи были. Вот, и Елизавета Федоровна хотела все сделать по фэншую, она использовала английские каталоги, ну, они же все-таки сестры из Англии, получается, не Фридрих, значит, я забыл. Вот, они делали все по каталогам, и если до этого здесь были интерьеры, созданные, например, Александром Брюловым, это вот как, например, золотая гостиная, как малахитовая гостиная, вот эти великолепнейшие комнаты, или, например, Штекиншнейдером, который создавал наш павильонный зал, где часы Павлин, красивейший зал. Вот. Получается, что может быть, достаточно милые в таком викторианском стиле появились помещения, но они
но они были совершенно типовые, каталожные. То есть это, соответственно, уже, конечно, не уникальные какие-то интерьеры. И вот здесь, вот в этих двух соседних помещениях у Николая II, например, был кабинет. В готическом стиле он похож на библиотеку Николая II, которая у нас сейчас еще впереди. А вот у Александры Федоровны, которая вот, жена Николая I, у нее здесь был сад. Вот, получается, вот здесь вот, да, не знаю, очень сложно, конечно, это себе представить, как здесь он разместился. То есть здесь были ступеньки вниз, а там был фонтан. Вот так вот это выглядело. Там, естественно, птички, рыбки были. Достаточно интересно. Николай здесь был кабинет, и из его кабинета был вход, был вход в бассейн. Здесь, в Зимнем дворце, при Николае II устроили самый настоящий бассейн. Небольшое совершенно помещение. Уж не знаю, где у него поместился бассейн. Вот, ну, был. Он мылся не в бане, получается, а в бассейне. Это было модно в Европе. Он его почему-то называл писиной, этот бассейн. Не знаю почему, что это значит. Но это великолепная библиотека Николая II. Вообще очень уютное, красивое помещение. Ну вот, мы видим Керенского. Вообще, по идее, Керенский находится в кабинете Николая II. Ну, вот, тем не менее, здесь такой же совершенно камин такой же. Кстати, поскольку Керенский звали Александром Федоровичем, он занимал покои Александры Федоровны, супруги Николая II, поэтому его все так и называли тоже Александрой Федоровной. Совпадение такое было. Ну и также, если помните, считается, ну как на самом деле это было не так, судя по его же собственным как раз воспоминаниям, вот у него есть целая такая толстенная книга его воспоминаний, что он уехал в Гатчину набирать солдат, набирать народ. Вот. Но считается, что он якобы из дворца бежал в женском платье. Здесь был размещен женский батальон. Поэтому вот такие ассоциации какие-то. Туда. Ну, надо сказать, что Николай II и его семья проживали в этом дворце до 1904 года только. Затем они переселились из-за таких вот революционных настроений в стране. Они переселились в Царское Село. И жили там и летом, и зимой в Александровском дворце. Там же они потом сидели под домашним арестом. Тем не менее, какие-то работы... Тут опять надо переходить. Какие-то работы во дворце шли, да, то есть я говорила, например, что здесь что такое? Здесь, например, и отопительную систему пытались модернизировать и прочее. Но, тем не менее, он здесь уже не жил. В 1914 году началась Первая мировая война, и так, не сюда. Началась Первая мировая война, и, в общем-то, здесь разместился госпиталь. Например, вот на фотографиях в центральных залах можно увидеть койки. Ну, а я говорила, что малахитовая гостиная, вот она у нас.
она была связующим звеном между жилыми покоями и между парадными залами. И вот здесь начинаются как раз парадные залы. Это музыкальный зал. И здесь, кстати, стоит гробница Александра Невского. Его серебряная рака. На самом деле, я ее сейчас в последнее время здесь не видела. Она была на реставрации. Ну, здесь на картинке она есть. И, кстати, отреставрированная. Она была вот такая, темная. Следующий зал – это Николаевский зал, который достаточно сложно обычно увидеть во всей красе. Редко-редко его таким можно увидеть, и каждый раз видишь и прям ахаешь, потому что он обычно заставлен какими-то здесь выставки проходят, да, выставочное пространство. И когда видишь весь зал, понимаешь его объем. То есть с этими выставками просто не видно объема. Он на самом деле высокий, большой. Самая большая площадь здесь у этого зала 1100 квадратных метров. Здесь проходили балы как раз-таки. Зал называется Николаевский, да, при Николае Первом. На балы, кстати, достаточно долго собирались. Кареты просто-напросто долго подъезжали. Там тоже были пробки. Не было машин, были кареты, там экипажи, вот эти лошади. Долго-долго подъезжали, поэтому несколько часов все только собирались. А потом еще, конечно, были, наверное, сложности в гардеробе. Хотя не сами вот эти вот княгини, графини Юсуповы и прочие стояли в очереди в гардероб. Наверное, все-таки лакеи за них брали их одежду, их шубы. Наверное, потом также долго разъезжались. Ну, что касается свечей, то вот в этом зале, например, одновременно могло гореть около 3000 свечей, а во всем дворце около 22. Даже не 3,5 в этом зале, а во всем дворце около 22 тысяч одновременно. Представляете, какие-то деньги. И вот из этого зала мы вышли в так называемую Помпейскую галерею. Здесь можно увидеть портреты членов семьи Романовых, наверное, практически, там что-то не все, ну не все, конечно. Называется она, тем не менее, не Романовская, она называется Помпейская. Хотя не во дворце, а в Эрмитаже, в Малом Эрмитаже есть Романовская галерея. И вот на старинных акварелях как раз 19 века можно увидеть, что именно там висели раньше портреты Романовых. Поэтому она и Романовская. Это Помпейская. В помпейском стиле было сделано. И рядышком, вот когда во дворце был пожар, после пожара, там, где мы входим во дворец обычно, вот мы через этот двор заходим, и вот здесь как раз вот при входе, наверх, если посмотреть, находится вот этот вот зал, который из Помпейской галереи виден, ну, достаточно, ну, относительно небольшой, около 100 квадратных метров. Так вот, после пожара в этом зале, был в 2 этажа, в этом зале был устроен зимний сад. Вот такой сад. Стеклянный потолок был сделан для того, чтобы для растений был свет, много света. Также им нужно было, чтобы было все-таки тепло, потому что потому что, конечно, им нужен особый климат, влажность достаточно большая. И вот внизу, там, где сейчас как раз-таки вход в современный музей, там стояли котлы. И достаточно тепло было в этом зале. Но, к сожалению, очень многие жаловались, что это вредно, опять же, и для живописи, и для людей. И вообще это неудобно, вообще куча хлопот с этим. Но Александр II побоялся разбирать этот сад, потому что все-таки была жива его мать Александра Федоровна. Вот она, Александра Федоровна, вот как раз будущий Александр II, его младшая сестра Мария, о которой я говорила, которая вышла замуж за Максимилиана Лихтенбергского и жила здесь в этом дворце.
после замужества какое-то время. Поэтому Александр II не хотел разбирать этот сад, а в итоге сад просуществовал вплоть до революции. И потом его, естественно, разобрали. Если пройтись. Вот она сама, Александра Федоровна. Мария Александровна, чьи покои прекрасно сохранились, мы их смотрели. Николай I. И напротив его любимая дочка Мария Николаевна. Вот еще раз повторюсь, та самая девушка, которая здесь жила с Максимилианом Лейхтенбергским. В хронологическом порядке висят портреты наших императоров. Мы выходим, собственно говоря, уже в парадные залы, потому что рядышком находится главная лестница. Это... он мне тут подсказывает подруга, писина, бассейн по-испански. Надо же. Она испанский как раз изучает, кстати, знает и немецкий, и английский, и русский знает хорошо. Итак, рядышком главная лестница, и вот если вы придете в Эрмитаж, то один из первых залов, в который вы, скорее всего, попадете, это будет вот этот зал, это фельдмаршальский зал, и, соответственно, послы, которые приходили во дворец, они тоже попадали сюда. И именно с этого зала в 1837 году, 17 декабря, начался пожар. Создавался зал незадолго до этого, в 1834 по проекту Монферрана, нашего знаменитого, который построил Исаакиевский собор, Александровскую колонну. Вот он оформил этот зал, но задача перед ним стояла не из легких. Император Николай I выделил очень мало времени, месяц. Вот через месяц, чтобы вот это было готово. Как быстрее? Быстрее из дерева. Поэтому все здесь было деревянным. А в процессе многочисленных ремонтов Зимнего дворца Зимнего дворца в простенках возникали какие-то пустоты. Ну и на самом деле о противопожарной безопасности тоже никто не думал. Например, на чердаке не было каких-либо брандмауров или чего-то подобного. Поэтому произошло то, что произошло. Этажом ниже этого зала была аптека. Там в аптеке треснула какая-то труба, и кто-то ее заткнул рогожкой. И вот с этой рогожки начался пожар. Она загорелась, от нее искорка какая-то перекинулась на соседнюю деревянную панель, и потихонечку оно все начало тлеть. И спустя какое-то время почувствовали запах гари. Причем это все продолжалось где-то около 2 дней. Периодически возникал запах гари, и периодически пожарная рота, которая жила здесь же на чердаке дворца, она бегала, проверяла, искала причину такого запаха. И в итоге догадались разбить одну из ложных дверей, таких вот окон, вот здесь зеркальные такие окна, разбили его, и оттуда рвануло пламя. То есть там как раз был очаг возгорания, но поскольку это все было в закрытом помещении, ничего не происходило. А пошел доступ кислорода, и зал целиком, фельдмаршальский зал, загорелся. Ну, то есть загорелся один конкретный зал. Дальше к вечеру приехал император Николай I и сказал примерно следующую фразу. Что это у вас здесь так надымлено, ничего не видно? Откройте окна. Открыли окна, вы понимаете, что произошло дальше. Из этого зала пожар перекинулся в следующий, из него в следующий и так далее. По чердаку пожар вообще шел беспрепятственно. И стало понятно, что спасать дворец бесполезно. Единственное, что можно спасти, это как раз-таки Эрмитаж и сокровища самого Зимнего дворца, которые без какого-либо приказа солдатами просто стали выноситься наружу, на улицу и складывались возле Александровской колонны. Что интересно, ни одна вещь не пропала. Все потом вернулось на свои места. Хотя на самом деле пожара, например, пропали несколько бутылок вина из подвала, а во-вторых, кто-то спер микроскоп. Все остальное вернулось на свои места. Во время пожара погибло 5 человек, из них 4 пожарных.
Знаем точно, потому что Бенкендорф в ходе расследования после пожара докладывал императору, такие были личные донесения, которые не опубликовывались официально. И вот из этих донесений известно, что погибло всего 5 человек. То есть это не какая-то там пропаганда и так далее. И точно так же известно, что потом при восстановлении дворца тоже погибло 5 человек по собственной глупости. Кто-то с лесов, допустим, упал. Ну, а восстановить дворец следовало за 1,5 года. Это было принципиально важно, потому что Николай I об этом во всеуслышание объявил. Ну и надо было сделать то, что царь пообещал. Поэтому при восстановлении дворца применялись новейшие тогда технологии. Например, в том числе там горшечные были перекрытия. И, например, для удешевления и ускорения процесса колонны часто делались не мраморные, а из искусственного мрамора или даже из алебастра. Люстры, в частности вот эти, точно люстры мы знаем, они сделаны из папье-маше. Они не бронзовые, но они сделаны как бронзовые, то есть они не тяп-ляп, там как-то удешевление при сохранении все-таки какого-то качества было. Ну и для того, чтобы дворец быстрее восстанавливался, потому что у нас климат сырой, тем более начали его восстанавливать фактически зимой, пожар случился зимой, у нас нужно периодически оставлять помещение на просушку. И для того, чтобы быстрее просушивали стены, дворец натапливали аж до 35 градусов. При этом работали вентиляторы на ручном приводе, конечно же, работали вентиляторы, чтобы быстрее все это происходило. Что касается вот этих вот 35 градусов, французский журналист, путешественник Маркиз де Кюстин, который был тогда в России, и который так немножечко предвзято относился к нашей стране, он писал о том, с какой болью он думает о том, что во дворце при восстановлении царской резиденции люди тысячами гибнут, вот эти вот крепостные несчастные крестьяне. Еще раз повторюсь, 5 человек погибло. И что якобы такие перепады температур во дворце плюс 35, на улице минус 20. Ну вот про Петербург скажу, что у нас, например, бывает на улице минус 30, может быть, запросто, при этом внутри помещения обычно 25. То есть перепад температур совершенно такой же, и как-то мы его не так болезненно воспринимаем. Вот, дворец был готов за год и 5 месяцев, восстановлен был после пожара. Следующее помещение – это Петровский зал или Малый тронный зал. Вот это трон Анны Иоанновны. Здесь Петр I никогда не жил, на этом троне, соответственно, он тоже никогда не сидел. Это такая мемориальная зона дворца, мемориальный характер. На самом деле Романовы всегда старались сохранять память о своих предках, тем более Петра I они очень чтили, Екатерину II тоже. В подвалах Зимнего дворца, например, хранились многочисленные платья той же Елизаветы, Екатерины, военные мундиры Екатерины тоже хранились. И как-то раз Николай I устроил настоящую чистку дворца, потому что очень много хлама было, и в подвалах там тоже было обнаружено много чего, в том числе, как раз эти вот военные мундиры Екатерины, которые сейчас часто где-то выставляются. И обнаружено было, ну, к примеру, 170 пар мужских сапог в непотребном виде. Их, естественно, выбросили, и много чего выбросили еще. Вот. Предыдущий золотой зал это у нас был гербовый зал, а вот это вот военная галерея 1812 года. Здесь портреты наших генералов времен этой войны. И создавал эту галерею Росси, знаменитый наш архитектор Карл Иванович Росси. Говорят, что в конце этой галереи он устроил 2 ватерклозета. Что касается вот этой вот щепетильной темы, но очень важной, жизненно важной. Здесь, к сожалению, ватерклозеты я не могу показать. Но у нас, например, есть туалеты, допустим, в том же Петергофе представлены.
в Монплезире и в банном комплексе Марии Александровны. Эти отхожие места. Ну, а здесь, например, допустим, у той же Екатерины II был в покоях чуланчик, маленький чуланчик, в котором стоял трон, золотой трон польских королей. Вот из этого трона она сделала себе как раз-таки туалет. И это совершенно известный факт. Трон этот был привезен Суворовым. Говорят даже, что Екатерина именно на нем и умерла. У других жителей дворца тоже были чуланчики, конечно, без польского трона, это понятно, но были. Где-то в конце 19 века уже были вовсю вполне современные, похожие на наши унитазы. Не было канализации во дворце, но тем не менее был спуск, тоже можно было слить воду. Но система ушатов работала, то есть слуги там куда-то что-то заливали, потом что-то выносили. Кстати, изначально все отходы сливали в Неву. И, конечно, со временем она чище не становилась, только более грязной. И в конце 19 века в городе начались уже эпидемии холеры регулярно. Вот, поэтому потом стали задумываться об устройстве и канализации в Зимнем дворце. Ну, а что касается эпидемии, был эпизод, не очень, кстати, приятный, когда во дворце 65 георгиевских кавалеров, для которых был устроен официальный прием, они умерли просто-напросто, они отравились. Сначала грешили на воду, что вода такая плохая, но на самом деле выяснилось, что просто-напросто их накормили тухлой рыбой. Вот так вот угощали в Зимнем дворце. А это мы видим как раз церковь дворцовую. Вот ее купол. Его можно увидеть. Многие думают очень часто, что это вообще к другому месту относится купол, но это домовая церковь, большая церковь. После пожара она восстановлена в том же виде, как была до пожара, то есть это интерьер, по сути, работы расстреле, то есть спроектирован был расстреле, но при восстановлении использовалось не позолоченное дерево, а папье-маше. Здесь же можно увидеть фонарик Екатерины II, где она обычно уединенно молилась и не слушала литургию. Это вот, я не знаю, как его сохранили в момент пожара, может быть, его просто восстановили, ну, называют его фонариком Екатерины II. И еще раз повторюсь, что под этой церковью на антресолях была устроена вот эта вот мыленка Екатерина II для интимных встреч. Это православная императрица, которая на людях была такая правильная, такая вся православная. Из военной галереи мы можем попасть в Георгиевский зал, большой тронный зал. Ну вот после пожара его восстановили последним, и даже начали использовать. Здесь была проведена свадьба, например, наследника престола, а затем в августе 1941 года внезапно рухнул потолок. Вначале провисли люстры, затем потолок полностью рухнул вниз, при этом повредив, конечно же, эту свежесозданную отделку, вот эти вот мраморные колонны из итальянского мрамора. Говорят, что Николай I, увидев все это удручающее совершенно зрелище, просто тихо, спокойно молвил: «А я еще на медали хотел выбить благодарю». Говорят, что кто-то из великих князей ему сказал: «А вы на обратной стороне медали выбейте, не стоит благодарности». То есть, ну, к сожалению, пришлось восстанавливать этот потолок, и для того, чтобы больше такого не происходило, его подстраховали корабельными цепями. Что мы можем увидеть здесь, в этом дворце, кроме, конечно же, трона? Если посмотреть вот сюда, в этот уголок, и сравнить его вот с этим местом, здесь вот какой-то виден люк, какой-то необычный кусочек пола. Дело в том, что
Действительно, это люк. И если опуститься нам этажом ниже, посмотреть, что находится на первом этаже. Вот он, вот здесь находится Георгиевский зал на втором этаже, а на первом здесь египетский зал. Мумия лежит. Здесь была кухня. В Зимнем дворце было всего в общей сложности 3 больших кухни, и плюс было очень много подогревален. В общей сложности здесь было около 30 каких-то вот помещений, где так или иначе стояла какая-то вот, где можно было готовить или подогревать пищу. Например, даже под главной лестницей тоже была такая небольшая кухонька. Потому что во дворце, вот я говорила, уже 3000 человек жило, как-то надо было всю эту ораву кормить. Так вот, возвращаемся на второй этаж. Через вот этот вот самый люк, через вот этот вот самый люк туда наверх поднимались, сюда, вернее, сюда поднимались собранные такие вот сборные, разборные столы и еда. Ну, Эрмитаж, например, сам по себе тоже известен своими подъемными столами. Если вспомните, может быть, кто смотрел фильм «Гардемарины вперед», там есть во второй серии эпизод с подъемным столом. В Эрмитаже были такие подъемные столы, которые использовались для того, чтобы слуги не слышали, кто о чем говорит. И в том числе в Эрмитаже были и, извините, в Зимнем дворце были и лифты. Например, Екатерина II в старости, у нее очень болели ноги, и она предпочитала подниматься туда-сюда на лифте. Ну, соответственно, там слуги поднимали, ну а затем уже на гидравлическом приводе появились лифты и современные электрические. И если мы сейчас, опять же, опустимся на первый этаж, допустим, вот здесь. Да. Вот здесь посмотреть, например, в окошко, то можно увидеть вот эти вот желтые стены, которые напоминают сам Зимний дворец. Вот такие вот окошки. Это, собственно говоря, и есть Зимний дворец, просто его внутренний дворик. Только стены здесь не бирюзового цвета, да, не зеленые, а желтенькие, потому что именно таким дворец был изначально. До сих пор некоторые спорят, каким же он там был, когда, ну, мне кажется, тут доказательств не нужно, вот стены желтые. Там, кстати говоря, здесь вот, да, мы оказались, здесь и гараж, он, может быть, частично только виден. Гараж Николая II, который до сих пор используется. И вот как раз вот эти дворики можно увидеть, что там желтые. И во многих местах дворца это тоже можно посмотреть. Собственно говоря, в начале 20 века дворец был покрашен в такой кирпичный цвет. Был такой красный кирпичный. В том числе вот эти белые детали, белые колонны, они тоже были красными. Это все было единого цвета. И ближе к революции он вроде как даже розовым был. Это что касается цвета фасада. Вот этот двор, через который в Эрмитаж попадают все туристы, большой двор. Здесь Николай II, например, предпочитал не гулять, ему здесь было некомфортно, потому что не было приватности прогулок. Из всех окон кто-то сюда смотрел. Но как-то раз в этом дворце был залит каток, и Николай II играл здесь в хоккей. А когда появилась ограда вокруг этого сада, он прогуливался здесь, а так частенько гулял, в том числе с дочерьми, гулял по крышам Зимнего дворца. Здесь, говорят, есть специальные такие дорожки, вполне безопасно можно гулять. Так что вот здесь он тоже гулял. То есть вот он такой у нас жилая часть Зимнего дворца. Вот. Я думаю, что по парадным залам и залам самого Эрмитажа мы еще прогуляемся. Но на этом я заканчиваю. Спасибо большое всем за внимание. Всем пока.